Привет, дорогие друзья! Сегодня мне хочется сделать видеоиллюстрацию слова empathy. Это слово имеет дословный перевод, как сострадание, сочувствие, но на самом деле самый важный перевод этого слова – это понимание ситуации с другой стороны. Когда вы видите ситуацию по-своему, а игрок ее видит по-своему. И сегодня я хочу показать вам ситуации на корте глазами игроков. Для того, чтобы доступно, наверное, объяснить, что это такое, мертвые зоны на корте, я попробую объяснить через автомобиль. Наверное, каждому автомобилисту знакомо такое выражение blind spot. Это своеобразная такая слепая точка, когда вы не видите машину на определенный момент в зеркале в период ее обгона вашего автомобиля. На корте существуют тоже такие точки. Например, смотрите, мы продвинулись на 1,5–2 метра вперед. Если вы посмотрите с моей точки на корт, то уже будет видно, что корт виден не весь. Корт остался сзади. И вот эти точки – это своего рода такие, как blind-споты для игрока. Мы пройдем еще несколько метров и, например, займем позицию вот здесь. Это зона для игрока 10-12, ну, дальше даже вообще смешно говорить, лет. Она просто требует действий на корте. И я думаю, каждому знакомое высказывание, которое вы слышали неоднократно: «Ой, он ошибся с носа, такой легкий мяч, короткий мяч, ты был близко у сетки, мяч не имел скорости». И в этом видео я попробую показать вам, насколько по-другому видит корт тот человек, который наносит удар, стоя здесь. Сейчас мы смоделируем ситуацию, например, короткий мяч. Мяч будет находиться близко к сетке и достаточно низко под сеткой. Что это означает для игрока, который обладает плюс-минус каким-то уровнем и понимает, что позиционно он находится близко, корта перед собой у него очень мало, и в случае его непринятия решения большая часть корта остается вне зоны его действия, и он проигрывает мяч. Это означает для игрока то, что он должен принять очень острое решение для того, чтобы попробовать развернуть розыгрыш в свою пользу. Корта остается очень мало. Если мяч находится близко к сетке и низко, человек, имеющий уровень хотя бы чуть-чуть выше среднего, прекрасно понимает, что этот мяч забирает у игрока возможность принимать длинные решения в длину. Если мяч будет чуть-чуть дальше, то можно сыграть длину, поскольку мячу хватит места для набора высоты, и он может принять еще длинные решения. Но когда мяч близко и низко, решений, по сути дела, два. Это сыграть короткую линию с короткого мяча по линии и вдоль сетки увести углом. Еще может остаться третье решение. Это если дилетант на той стороне и выбежит к сетку совсем вплотную, то он оставит этому игроку, достающему мяч, решение сыграть свечкой. Но, как правило, если игрок плюс-минус понимает, он войдет вперед и саму свечку сыграть не даст. Просто заберет у достающего мяч короткие решения. Давай. Зеленым со стороны зрителя виден целый корт, но игрок бьет в очень маленькие его части. Зеленым выделены зоны, попав в которые игрок может перехватить инициативу. Короткий мяч. У меня остались только короткие решения. Я должен сыграть максимально остро. Да, я могу ошибиться, но не рискнув, я проиграю точно. Игрок, который укоротил мяч, наверняка сам понимает, что у него получился хороший укороченный, и длинных решений не осталось. Да, он таким образом говорит: попробуй сыграть длину, но вы можете сами себе бросить мяч на высоте 15-20 сантиметров от пола, меньше метра о расстоянии, и попробовать сыграть в длину. Если у вас получится, присылайте мне. Остались только короткие. Таким образом, он двигается в сторону этих решений коротких, которые наиболее вероятны для того, чтобы их сыграть, и забирает у игрока возможность. Но попав очень остро в эти зоны, игрок перехватывает инициативу и выигрывает мяч. А вот ситуация, когда игрок сыграл весь корт, а не в зоны. Внутренний голос. Боюсь промахнуться в острые зоны, лучше сыграю надежно. И вот надежная игра, оставив 5% на выигрыш игроку, делавшему первый удар, и 95% делающему второй удар. Рассмотрим простую ситуацию. И мне кажется, одну из самых главных ошибок, которая была вот в моем начальном обучении, когда я начинал заниматься, нам
постоянно кричали «никогда не меняй решение, никогда не меняй решение». И я попробую сейчас показать на видео, почему я считаю это неправильным. Например, игрок, стоящий напротив меня, получает задание при цифре 1 ловить мяч правой рукой, при цифре 2 ловить мяч левой рукой. Например, 2 он поймал левой рукой, например, 1 он поймал правой. Например, 1, 2. Что он должен был сделать в полете? Он должен был поменять руки. 2, 1. Он поменял руки. Теперь я покажу вам, как это работает на корте. Вот эти цифры 1, 2. Например, ты подаешь косую подачу вправо в первый квадрат. Естественно, ты подаешь ее для того, чтобы закончить, например, справа по линии или слева по диагонали следующим ударом. Но это в случае того, если твоя подача получилась, и ты получил желаемый для завершения мяч. Сейчас я покажу вам, попытаюсь показать в этом видео, как это выглядит с точки зрения игрока, который подает подачу, выходит на доигровку, и как игрок, двигающийся на другой стороне, заставляет менять то или иное решение подающего. Я хочу подать косую подачу в первый квадрат и получить ответ справа по диагонали. Получаю и завершаю справа по линии. Я хочу подать косую подачу вправо, получить ответ справа по линии и завершить слева по диагонали. Игрок подает косую подачу, получает предполагаемую диагональ. Хочет сыграть по линии, вариант 1. Но видит, что соперник замечает его желаемое решение, и он справляется со сменой решений и переводит диагональ. Вот такая со стороны легкая диагональ не такая уж легкая на самом деле. Такая же ситуация, только игрок не справляется со сменой решений. Игрок подает косую подачу, получает желаемый удар вправо, хочет бить вариант 1 по линии, но видит, что соперник замечает, меняет на вариант 2 диагональ противоход, потом видит, что соперник делал ложное движение в сторону линии и меняет свое решение на вариант 1. Таким образом, меняет свое решение 2 раза. Со стороны игрока смотрится все не так просто, не правда ли? Сейчас я попробую показать вам еще одну ситуацию, которая, я думаю, у каждого была, но не каждый сможет не стесняться в ней признаться. Это замечательный смеш мимо в пустой корт, когда мяч находился долго в полете. Во время долгого мяча наша память часто напоминает нам десятки промазанных смешей в пустой корт. А когда падает игрок, еще и добавляет ответственности за непопадание в пустой корт с лежащим на спине игроком. Когда ты отключаешь память и ответственность, в принципе все просто. Ты бьешь быстрее, чем скорость ног игрока, придавая мячу плюс-минус острый угол. Еще один момент игровой, в котором мне хочется показать, как корт видит игрок и почему этот корт очень маленький для игрока. Это выход из косого кросса. Когда игроку посылают косой кросс, и игрок полностью теряет корт, уходя в сторону. У него остается не так много решений для того, чтобы вернуться в розыгрыш, перехватив инициативу. Это обратный косой кросс, это длинная линия, это длинная диагональ и 2 укороченных. Укороченный по линии и укороченный по диагонали. Еще есть одно решение, в котором игрок может, ничего не создавая, попробовать вернуться, но оно для достаточно низкого игрока уровнем на той стороне. Можно просто, допустим, попробовать кинуть вверх и обеспечить себе таким образом время на возврат. Еще для игроков с уровнем есть один вариант выхода из косого кросса. Плотный, длинный удар в центр. В случае попадания с большой вероятностью игрок остановит развитие атаки. Как вы видите, из тех направлений ударов, которые я показал, тоже стоя здесь, это далеко не целый корт на той стороне. Это кусочки корта, в которые пытается попасть игрок, потерявший корт позиционно. Поэтому не судите строго игрока и попытайтесь с помощью этого видео понять, насколько это сложно играть из разных игровых ситуаций. И если вам со стула кажется, что корт пустой и целый, то это совершенно не так с точки зрения игрока, стоящего здесь. Спасибо за просмотр. Если вам понравится это видео, то можно сделать это рубрикой Empathy и рассматривать различные ситуации, которые помогут, может быть, родителям увидеть корт глазами игроков.
Пишите свои комментарии, какие бы ситуации хотели бы увидеть, и мы визуализируем их. И не старейте на корте.